Намаскар, Ом Шакти Крим, Ом Намах Шивая, Ом Намо Нараяная. Индийский бог воздуха и ветра Ваю, Вата, Маруты и Марути, иранский бог Ваю Вата, Доша Вата в аюрведе. Божество Ваю — это бог ветра, воздуха. Греческое слово пневма, еврейское руах. Для христианских авраамистических религий это Дух Божий. Он является владыкой пространства между землей и небом, антропоморфной персонификацией воздуха, ветров и и самого по себе движения. Рядом с Ваю олицетворением бурных ветров в Ведах являются Маруты, сыновья бога Рудры, помощники и спутники Индры. Ваю также призывается вместе с Индрой, но реже, чем Маруты. Маруты, их 49, это яростные, гневные ветры, тайфуны, ураганы, бури. Маруты в веддийской мифологии божества грома и молнии также. В Ригведе к ним обращено 33 гимна. Маруты составляют целую группу собрания божеств. Их трижды 7, трижды 60 или всего 7. Они братья. В Ведах их отец Рудра, то есть Шива, а мать пятнистая корова Пришни, олицетворение тучи. Иногда говорится, что Маруты, сыновья Адити, родились из молнии или даже сами возникли из себя. Обычно сопровождают Индру, особенно в боях с демонами, но иногда могут покинуть этого бога в бою или даже вступить с ним в конфликт. Вместе с Марутами на колесницах часто ездит богиня Радаси, олицетворение молнии, и защищается ими как невеста. Их изображают прекрасными могучими юношами в сверкающих или золотых одеждах. Оружие марутов — золотые топоры, копья, молнии, луки и стрелы, дубинки, ножи. Они разъезжают на золотых колесницах, запряженных антилопами или лошадьми, по воздуху от подземного царства до небесного. Маруты изливают дождь, пот, жир, мед, молоко. Вызывают гром и молнии, ветер образует туманы. Они, соответственно, в аюрведе они отвечают за 9 дхату, тканей человеческого тела. Заставляют течь водные потоки, громко поют, искусны в колдовстве, творят чудеса. Чаще всего у них просят лечебных средств, дождя, богатств, скота, славы, освобождения и пощады от убийства. Как воины, маруты воинственные, агрессивные, ужасные и полны гнева. При их езде раскалываются скалы и горы, гнутся деревья, сотрясаются крепости, ревет небо, земля дрожит от страха, делается темно, их местопробиванием считается Ашватха, священная смоковница. Иногда маруты отождествляются с 11 рудрами, 11 формами проявления Шивы. Рудра означает ревущий, гром. В послеведийский период чаще всего родителями марутов называются Дити и Кашьяпа. Согласно другим источникам, их родители Марутвати и Дхарма. В Ведах число марутов колеблется от 2 до 60. В эпосе и Пуранах их число колеблется от 7 до 49. Так в Рамаяне Индра разбивается молнией нерожденного сына Дитти на 49 кусков и превращает их в марутов. Дитти, мать Асуров, создавала ребенка силой своей аскезы, который должен был разрушить Индру. Индра предупредил рождение этого ребенка тем, что еще в ее чреве, когда ребенок не вышел
наружу. Индра разрезает его на 49 кусков, и возникает 49 ветров и 49 основных энергетических каналов Наги в тонком эфирном теле человека. В Ведах число марутов колеблется от 2 до... Число рудр связано с пранами, которые находятся у нас в Манипура чакре, энергетическом центре живота. И это 10 основных ветров. Самана, Апана, Вьяна. Эти прану и ваю нужно отличать. Если ваю, он отвечает именно за элемент воздуха, то то, что понимает в йоге под праной, она состоит из соединения 3 элементов: воды, огня и воздуха. Вата, другое имя, которое мы можем услышать, это Вата. И есть иранское божество, которое, его имя такое же, как и у индийского, Ваю-Вата. Вата это имя божества, обращенное к Ваю, оно есть в Ведах. Вата очень тесно связан с богом ветра Ваю, поэтому иногда эти имена объединяются в один образ. Тем не менее, характеристики этих 2 божеств существенно различаются, поэтому имеет смысл рассматривать их по отдельности. Вата, в отличие от Ваю, является гораздо менее индивидуализированной и не антропоморфной формой бога ветра. Иногда Вата – олицетворение силы штормового ветра. Мы еще имеем Вати, то, которое несущее Думавати, Сарасвати. В Ригведе один гимн посвящен полностью Вате, другой частично. В первом из них его колесница запряжена рыжими и храпящими конями. Следует отметить, что ваханой транспортом бога Ваю есть антилопа. У Ваты кони, мчится грохоча, порождая алые тона, вздымая пыль по земле и по небу. За самим Ватой следуют все виды ветров. Вата назван перворожденным, зародышем мироздания, другом вод, дыханием богов, преданным закону. Кроме того, с ним на его колеснице всегда находится бог-царь всего мироздания. Помимо Индры, Вата тесно связан с богом Парджаньей. Их имена часто упоминаются в паре как в ригведийских гимнах, так и в Адхарва-веде. Из этого союза идет связь Ваты с дождем, бурей, грозой. Парджанья – бог грозы и молнии. После ведийский период роль Ваты уменьшается, и часто его имя становится одним из синонимов бога Ваю. Ближайшее мифологическое соответствие Ваю – это авестийский Ваю, но также его имя приводится как Ваю-Вата. Ваю осуществляет течение жизненных токов праны в нашем теле. Классические аюрведические тексты объясняют, что главным организующим принципом Махабхуты Ваю, то есть элемента воздуха, является движение как таковое. Поскольку движение всегда подразумевает определенное направление, то и другое тесно связаны. Мы знаем так называемую розу ветров. Как следствие, Ваю начинает и направляет все процессы в мироздании. Ваю управляет движением всего сущего во Вселенной, от субатомных частиц до огромных вращающихся галактик. Он придает направление ветру, он вызывает землетрясения и извержения вулканов. Ваю заставляет кровь течь по нашим жилам, пищу продвигаться по пищеварительному тракту
и нервные импульсы передаваться по нервным стволам к центру и от центра. Он отвечает за движение тока в крови по венам и за биение нашего сердца, за давление в теле, его размещают в анахата чакре, в сердечном центре, вместе с элементом воздуха и органом чувств осязанием. Движение оказывает иссушающее влияние, которое в свою очередь приводит к разделению или дезинтеграции. Еще одному проявлению бога Ваю. Мы помним, что бог Ваю остановил все процессы во Вселенной, когда Индра метнул свою ваджру в сына бога Ваю Ханумана, Марути. Ваю ассоциируется обычно с ветром, но это ветер, который пронизывает все явления, все в этом мироздании. Он отвечает за движение в природе, сушающее, разделяющее действие. Если Ваю пребывает в равновесии, он действует как добросовестный диспетчер. В этом случае все составные части мироздания перемещаются таким образом, что попадают в нужное место и в нужное время. В силу того, что всякое движение в природе это Ваю, последний управляет деятельностью двух других динамических элементов. Например, дождевое облако содержит воду в виде влаги и огни в виде молнии. Однако без импульса к движению, который возникает под действием Ваю, облако не может ни пролить дождь, ни извергнуть молнию. Ваю управляет не только погодой, но и всеми другими природными явлениями. Когда Ваю выходит из равновесия, происходит извержение вулканов и зарождаются ураганы. Ваю вздымает океан огромными волнами и сотрясает землю. Именно через обращение к богу Ваю можно изменить погоду, можно включить магию управления погодой. А такие люди существуют. Соответствует второй из 5 элементов. По индийскому преданию Гападха Брахмана, верховный бог Брахма, после создания воды из своего пота создал землю из своей ноги, воздух из своего чрева, небо из своего черепа. Затем он создал 3 богов: Агни, огонь для земли, Ваю, ветер для воздуха, Адитью, солнце для неба. Наконец он создал 3 веды. Ригведа происходит от Агни, Яджурведа от Ваю, Самаведа от Адитья, бога солнца. У Ваю приятная внешность, его изображают восседающим на антилопе и держащим флаг, 2 флага, цветок и жезл. Или же иногда стрекала или лук и стрелы. Ваю предоставляет убежище и может рассеивать врагов. У него сияющая колесница, в которой запряжено множество камней, а иногда быков. Имя Вая часто связывают с именем Индры, поскольку Вая сопровождает Индру в битвах. По одной из легенд, Ваю появился из дыхания Пуруши, является олицетворением мирового дыхания праны. Ваю – отец Хануманы, могучего царя обезьян Рамайны и могучего героя Бхимасены из Махабхараты, одного из Пхандав, который считается воплощением бога Ваю. Ваю все-таки, как и Индра, является формой Брамы. Это просто одна из разновидностей, одна из ликов проявлений бога Брамы, именно в принципе атмосферы, ветра, элемента воздуха. Ваю олицетворяет собой пространство между землей и небесами, антаришу. Создания Ахура Мазды бились с Анграманью и его порождениями в воздухе.
Добро и зло смешалось в этой стихии. Ваю-вата — грозное божество, посредник между небом и землей, добром и злом. У многих игранских племен он был покровителем военного сословия, кшатриев. Авеста рисует его могучим воином. Ваю-вата реет высоко в небесах и превосходит в могуществе все прочие создания. Он воплощает божественную связь между бесконечным временем и бескрайним пространством. Он выше всех сотворенных существ. По ясне семиглав его создал сам Ахура Мазда, хотя представление о Ваю-вату несравненно древнее мифов о зороастрийском верховном божестве. В младшей Авесте Ваю-вата посвящен гимн Яшта 15, многократно упоминается в других разделах Авесты, и, возможно, однажды в Гатах, где изображен отрицательным персонажем. В некоторых текстах сказано, что Заратустра отвергал Ваю как Дева. Ваю отказал в помощи Захаку. Столь он велик, доблестный, верный истине, что Ахура Мазда сам молится ему, сам приносил ему в жертву Варьянака Берджа на золотом троне под золотыми лучами, под золотым балдахином. Почитал он Ваю барсманом и хаомой с молоком. Он просил у него удачи, говоря: «Даруй мне эту удачу, о Ваю, пребывающий высоко, чтобы смог я сокрушить творение Анграманию, и чтобы никто не смог сокрушить творение доброго духа Вахумая». И Ваю, который пребывает высоко, сопутствует Творцу, даровал ему такую удачу. У Ваю много имен священных, обладающих чудодейственной силой. Тот, кто идет вперед, и тот, кто идет назад, его имена. Тот, кто распознает обман, его имя. Доблестный его имя, тот, чья работа против девов. Тот, кто с длинным копьем, и тот, кто разрушает, его священные имена. И еще много-много имен у Бога-воителя, преданного Ахура Мазде и Аше. У Ваю праведного, и все они магические и чудодейственные, и к ним, к этим именам, нужно взывать, если в арийские страны набегом придут друджванты-кочевники, или воцарятся злые кавии, то есть колдуны, гонители верующих в Мазду, или дейвы, или ашамауги, придут в лучшие страны Хванираты, чтобы поселять зло. Ваю защитит, Ваю избавит от бед, Ваю поможет. Надо только восславить его и почтить жертвой, и призвать произнести его имена. Ваю-вата сущность изначально амбивалентная, то есть он может являться как язатом, так и девом. Ну, то есть девы в зороастризме они были отрицательными персонажами, а в индуизме девы, они деваты, положительные персонажи, это боги суры, а демоны, отрицательные персонажи, это асуры. В пехлевийской литературе поминается добрый, благой Ваю-вата и злой Ваю-вата, выступающий в паре с девом смерти Аставидадом и выполняющим его функции, иногда отождествляемый с ним. Ваю-вата участвует в сопровождении душ умерших к мосту Чинват, причем души праведных людей сопровождает и поддерживает добрый Ваю, а души грешников терзает злой Ваю. Исследователи выдвигают гипотезу о моделировании дуалистически противоставляемых зороастрийских персонажей – спентаманию и ангроманию по образцу Ваю-вата. Ну, естественно, что прана может быть использована человеком и как ради добра, так и ради зла. Следует отметить, что вот этот принцип дуализма Ваю, он проявился и в воплощении этого бога в одном из святых Мадхвы, который принес учение вайшнавизма Двайты. И этот учитель считался воплощением бога Ваю. Он своим пониманием особого дуализма отличается как раз из урванизма и зороастризм.
В зурванизме Ваю-Ватта представляет две грани четверичного зирвана. В этом расположении Ваю-Ватта представлял пространство, в то время как две другие грани представляли время. Через Ваю проявляется в человеческом мире воля Верховного Божества Зирвана. Символом Зирвана были две соприкасающиеся свастики. Поэтому речь идет о четверичном Зирване. Он охраняет мир, в котором содержится дьявол Андроманью, пойманный в ловушку. Это демон тьмы и олицетворение всего дурного, первоисточник зла. Ваю препятствует его выходу в материальный мир. Ваю разделяет миры. В одном из них время конечно измеримо, в другом бесконечно. Первый мир духовный, а второй материальный. Ваю-Ватта оказывает покровительство тем, кто не обременяет себя выбором между добром и злом. Стоит отметить, что в зороастризме говорится о том, что когда стихийные духи определяются в вопросе, что именно они поддерживают, добро или зло, тогда и начнется последняя вселенская битва. Ваю также представляет собой воплощение закона движения светил. Он определяет время в мире, ограниченном Зирван-Акарана. Ваю, как программа, которая находится в Анахата-чакре, она свойственна любому человеку, который должен дышать, имеющий сердце, кровеносную систему, энергетические каналы дыхания нади. Но далее эта программа может превратиться в Бога Вишну, и Ваю превратиться в Нараяну, в Христа, и сердце человеческое будет отдано религии этого Бога. Или он может превратиться в Индру, спутника Бога Ваю, то есть в правителя, в царя, может быть, любовь к самому государству или ее правителю. Или же этот Ваю может превратиться в богиню, которая повелевает нашим сердцем. Ишвари, Индрани, это Трипура Сундари или богиня Лакшми. Превратиться у героя, супергероя в Ханумана. А тот человек, который пойдет за своим демоном, за своей злобной природой, он будет раскрывать свою форму Байравы, которая также размещается в форме 8 Ашта-Байрав в сердечном центре. День Ваю традиционно отмечают при вхождении Солнца в первый градус в созвездие Рака. Считалось, что праздник Ваю благоприятен для любого благородного начинания, коллективных собраний, заключения брака. Жертвоприношения в зороастризме осуществлялись лишь для благого Ваю. Вообще следует отметить, что весь зороастризм находится именно под покровительством бога Ваю. В религии персов есть понятие Амеша Спента, святые бессмертные. Это 6 высших духов, ангелов, царства света, покровителей добра. От них исходит создание всех видимых, хороших вещей, и по их решению осуществляется, сохраняется все совершенное и доброе. Внутри Ваю-Ватты мы видим, что добро и зло приходят в смешение. Но он также является тем божеством, которое определяет ложь и правду. То есть разделяет добро и зло. Вместе со Святым Ахурамаздом, ближайшими помощниками, приближенными которыми они являются, Амеша Спента составляет святую седьмерицу. Они одной мысли, одного слова, одного дела. Те же самые 7 чакрамов и 7 божеств, которые находятся внутри чакрамов в индийской йоге. Согласно гатам, они индивидуальны, являясь различными проявлениями Творца. Они творцы, создатели и делатели, защитники и хранители творений Ахурамазды. Их образы уходят корнями в индоиранскую мифологию.
и в Ведах находятся аналогичные им персонажи. В позднейшей персидской религии каждому из Амешаспента приписывалась определенная область в творчестве жизни и их покровительства. Также им противопоставляются злые духи, с которыми происходит борьба, неизбежно заканчивается победой светлой стороны. И, соответственно, каждому из 7 Амешаспента существует свой злой антипод. Каждый дух имеет дейва из окружения мрачного Анграманию. Своим противникам каждому посвящен цветок. 7 бессмертным посвящены первые 7 дней каждого месяца зороастрийского календаря, а также по одному из 12 месяцев. В число Амешаспента входят еще и 3 божественные сущности. Ахура Мазда – бог мудрый, ему посвящен красный жасмин. Вохумана, на языке парсов Баман – благосклонный, гений мудрости и любви, встречающий души праведных в раю. Ему посвящена белая лилия, или же лотос, Падма. Его антипод – Дев Акамана, дурная мысль. Ашавахишта – лучшая праведность, Ардибегешт – истиннейший, гений истины космического закона, покровитель животных, скота, покровитель огня, ему посвящен Майоран. Шатравайрья – желанная власть, Шаривер – воля господина, гений силы и власти, покровитель металлов, ему посвящен Базилик. Спента Армайти – святое благочестие, Сапан Дармат, святая мудрость, гений веры, покровитель земли, ей посвящен ивовый цвет. Хаурватат, целостность, Кардат, всесущность, гений здоровья, покровитель воды, ей посвящена лилия. Амиртат, Амирдат, бессмертие, гений бессмертия, для праведника, покровитель растений, ей посвящен цветок Чампа, скорее всего Чампа. Плюмерия. Воистину Зороастризм возводит верховную праведность. Есть лишь один путь, это путь истины, все остальное беспутье, заключает Видевдат, и прививает воздержание от лжи, а также бережное отношение к стихиям посредством борьбы с грязью, плесенью и гнилью, представляющим одну из форм зла в мире. В основе учения Весты лежит дуализм, противоположность двух начал, света и тьмы, которая олицетворяется в образах светлого Ахура Мазды, Армуз греческих источников и темного Анграманию, Ахриман у греков. Взаимоотношением этих двух духовных по природе существ обуславливается как возникновение всего видимого, так и исчезновение его в будущем. Ахура Мазда и Анграманию испокон веков существовали раздельно и в полной независимости друг от друга. Первый обитал в районах совершеннейшего света, второй в царстве непроницаемого мрака. Они равнялись по силе и могуществу и различались только в том, что Ахура Мазда, к атрибутам которого относятся мудрость и всеведение, знал про существование Анграманию, а последний не подозревал о существовании Ахура Мазды. Когда Анграманию как-то проведал об Ахура Мазде и об окружающем его свете, он бросился на него, чтобы уничтожить. Первая атака была отражена, но дальнейшее мирное сосуществование обоих начал стало немыслимым. Одно из них должно рано или поздно погибнуть. Ахура Мазда, зная, что его противник так же всемогущ, как и он сам, прежде всего сотворил 6 Амешаспента, которые впоследствии после создания видимого мира получают каждый свою особую функцию. Их покровительству будет поручена охрана земли, воды, огня, металлов, растений и домашнего скота. Кроме этих 6 главных божеств, Ахура Мазда создал еще целый легион добрых гениев язатов.
Ангроманью ответил подражанием противнику и создал сон злых и вредных духов, деевов, среди которых первое место заняли дух злобы и насилия Асмодей, а также целые легионы низших Друкш-Нашус, сквернотрупная, вызывающая всякие болезни и несчастья. Ахура Мазда предложил Ангроманию перемирие на 9000 лет. Тот согласился. Тогда Ахура Мазда произнес знаменитую молитву Яха, слова которой производят магическое действие даже на богов. Это вергло Ангроманию в полное оцепенение на 3000 лет. Ахура Мазда приступил к сотворению видимого реального мира, который должен был оказать ему существенную помощь в предстоящей окончательной борьбе. Порядок творения был почти тот же, что и в Библии: небо, вода, земля, растения, животные, человек. При сотворении ему помогали Амеша с Пента, которых он назначил гениями всех созданных вещей, каждого по особой специальности. Земля первоначально находилась в небесном пространстве, но в период оцепенения Ангроманию была передвинута в пустоту, разделявшую области света и мрака, и в продолжении указанных 3000 лет представляла настоящий рай без смерти, болезней, злобы, насилия. Очнувшись от оцепенения, Ангроманию проник на землю и стал наполнять ее злыми и вредными существами. Сатья-юга, золотой век, окончился. Начал возникать голод, сон, болезнь, старость и смерть. Таким образом, Земля является главным полем сражения двух борющихся начал – Ахура Мазды и Ангроманию. Все предметы, как одушевленные, так и неодушевленные, обязаны своим возникновением тому или другому началу, и все неуклонно исполняют ту роль, которая предназначена их творцами, Ахура Маздой или Ангроманию, стремящимся к взаимному уничтожению. Человек волен в своем выборе пристать к тому или другому лагерю, но сохранить нейтралитет он не может. Хоть медленно, но неудержимо свет и добро одерживают перевес над мраком и злом. И к концу 9000-летнего перемирия зло будет уже до такой степени ослаблено, что победа Ахура Мазды почти будет обеспечена. Придет Спаситель Салшьянт, воплощение нового Зараастра, или же то же самое, что и Будда Майтрея, Калки Аватар. И век Ангроманию, век Кали-юги будет закончен. Снова начнется золотой век. Ом Шакти Хрим, Ом Намах Шивая, Ом Ям Ваюдевая Намах.